Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы не забыли подписаться, потому что впереди будет очень много интересных роликов. Ну а сегодня поехали! Итак, сегодня руки моей мамы. Предыдущие ногти вы видели у меня на канале, они были безумно красивые. Очень интересно и очень вам понравилось, вы поставили много лайков, надеюсь, этот ролик вам тоже зайдет. Как обычно, мы начинаем с коррекции. Сегодня мы длину ногтей убирать не будем, поэтому оставляем кончик такой, как он есть. Немножечко пилочкой причешем свободный край для того, чтобы поправить форму ногтей. Снимаем фрезером основные излишки материала, пилочкой дорабатываем поверхность, чтобы она была максимально ровненькая. Отодвигаем кутикулу, убираем териги, наносим праймер, базовый гель. Это уже как молитва звучит. Это мы должны делать на каждом этапе. Ну а далее гелем средней вязкости в одну капельку выравниваем поверхность нашего ноготочка. Как вы знаете, на этом этапе вы можете сделать ноготок без опила. Я буду все равно пилить, поэтому без опила в принципе можно выложить, но мне не очень хочется. Основной черновой опил я произвожу при помощи фрезера, остальное допиливаю пилочкой. Ну а теперь переходим к покрытию. Конечно же, у нас следующий год – это год мышки. Самый любимый мышиный цвет – это, конечно же, серенький. Самое любимое мое сочетание – это, конечно же, серенький с розовеньким, если вы об этом уже знаете. Самое мое нелюбимое – это настраивание фокуса на камере. Здесь я опять с этим немножечко промазала. К сожалению, когда настраиваешь камеру, у нее такой маленький экран, что там совершенно непонятно, в фокусе ты будешь работать или нет. Поэтому у меня бывают довольно-таки часто вот такие вот промашки, когда вне фокуса получается вся работа. Я об этом знаю, но, к сожалению, ничего не могу с этим поделать. Я очень честно пытаюсь по 10 минут настроить камеру так, чтобы вам все было видно, но у меня не получается. То есть вариантов в данном случае два. Либо не монтировать этот урок вообще, его не показывать, либо монтировать в том виде, в котором он все-таки есть, и стараться объяснить, что же здесь происходит. Я считаю, что второй вариант, он будет все-таки полезнее, чем не увидеть вообще ничего. Тем временем мы гель-лаком с блестюхами заполняем те места, которые у нас будут блестеть соответственно. То есть те места, которые у нас блестеть не будут, мы гель-лаком с блесточками не заполняем. Если вы хотите, чтобы у вас ничего не блестело, значит вы не берете гель-лак с блесточками. Все на самом деле очень просто. Ну а
теперь смешиваем цвет нашего покрытия с черной красочкой и начинаем прорисовывать заготовки под снежные цветочки. Да-да, именно снежные цветочки у нас сегодня с вами будет. Будет такая себе кружевная композиция. Мы нарисуем тоненькие цветочки, потом очень тоненько их прорисуем, и потом очень тоненько прорисуем еще разочек. Далее добавляем еще немножко больше черного цвета в наш тон и добавляем тени под нашими цветочками. То есть каждый лепесточек на цветочке у нас отбрасывает тень, которую мы в данном случае прорисовываем. Потом всю эту красотищу перекрываем финишным покрытием и рисовать прорисовку будем уже поверх готового ноготка. С прорисовкой у нас совершенно ничего не случится, но рисовать нам будет намного удобнее. Прорисовку выполняем тем же самым цветом, которым мы покрывали ногти, только подмешиваем в нее белый оттенок. Получается у нас более светло-серый цвет. Тоненькими линиями мы прорисовываем сначала один контур наших цветков, а потом белой красочкой добавляем яркие белые блики. У всех в это время продолжаются новогодние праздники, куча гостей, куча всяких разных людей, которые туда-сюда бегают в квартиру. Я не знаю, слышно ли вам, что у меня постоянно звонит звонок на дверях, что тут ходит очень много народу, но тем не менее я держу себя в руках и озвучиваю для вас ролик.
Для того, чтобы наши кружева смотрелись еще интереснее, прорисовочку пересыпаем акриловой пудрой с блесточками. Это сделает более объемными наши линии прорисовки, и наше кружево станет еще интереснее. К сожалению, у меня куда-то выпал тот кусок, где я пробивала по краям лепестком белой красочкой, но вы мне поверьте на слово, она там есть. Итак, собственно говоря, на этом все. Надеюсь, вам понравилось, надеюсь, вам было интересно и полезно. Встретимся с вами в новых уроках. Всем до новых встреч, пока!